Всем привет! Еще немного, и зима вступит в свои права, а с ней всеми любимые, самые волшебные новогодние праздники. Предлагаю вашему вниманию праздничные композиции для новогоднего декора, которые, несомненно, принесут тепло и уют в ваш дом. Сегодня я предлагаю связать праздничную композицию со свечой, шишечками и цветком рождественского дерева. Салфетка состоит из 4 фрагментов, связанных между собой в последнем ряду. У меня это белый цвет. Пряжа у меня Куко от Вита, крючок 1,5 мм. Для фиксации свечи понадобится отрезок от пластиковой бутылки. Вырезала, скрутила и вставила. Пламя свечи – это бахрома из акрила и шерсти, которую я начесала щеткой. Это может быть маленькая салфетка или целая большая скатерть. Я украшаю зимой подоконник на кухне из цветной дорожки. В этом году у меня апельсиновый пунш со свечами и шишечками. Приступим к работе. Приятного крючкотворения! Для вязания мне понадобится пряжа 2 цветов. Куко от Вита, 50 грамм, 240 метров. Крючок у меня 1,5 мм. Начинаем вязание с белой пряжи. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем маркировочную нить. Сильно кольцо затягивать не нужно. Пусть будет послабже. Вяжем второй ряд, делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Перекидываем маркировочную ниточку и следующий третий ряд вяжем столбик прибавка, повторяем 6 раз. Четвертый ряд столбик прибавка. Теперь 2 столбика прибавка, повторяем 5 раз. И заканчиваем ряд одним столбиком. Перекидываем маркировочную ниточку. Пятый ряд вяжем 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз. Шестой ряд 2 столбика прибавка, 4 столбика прибавка, повторяем 5 раз. И заканчиваем ряд 2 столбиками. В кругу у нас сейчас 36 петель, и провязываем 7 ряд без изменений по кругу 36 столбиков. 8 ряд будем провязывать за вот эти ножки от петелек. Мы будем вводить крючок с обратной стороны, захватывая ножку от петли. Еще раз, вот где у меня петля, где закончилась работа. Вот эту ножку первую я прихватываю с обратной стороны и провязываю столбик. Следующую ножку прихватываю с обратной стороны, провязываю второй столбик. Снова ножку с обратной стороны. Третий столбик. Так нужно по кругу провязать 36 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку. У нас 9 ряд. Мы будем вводить в этом ряду другого цвета ниточку.
Сейчас белой пряжей провязываем 6 столбиков. Беру голубую нить. Провязываю 1 столбик. Белый хвостик немножечко подтягиваю и укладываю вдоль петель, которые буду провязывать. Вот этот голубой хвост тоже сейчас сюда, чтобы голубой, чтобы не болтался, а белый для того, чтобы нам потом перейти опять к белому цвету. Провязываем, вот у меня 1 петля, нужно провязать 6, значит провязываю еще 5 столбиков. Этот голубой хвостик можно теперь убрать и уже не провязывать с ним. Он нам, сейчас мы его для фиксации здесь протянули. Теперь меняю нить, завожу голубую ниточку сюда вовнутрь и провязываю 6 столбиков белым цветом. Первый столбик провязываю, голубую немножко подтягиваю, потому что она вот разошлась немножечко, эта петля. Сильно не затягиваю. Прогладываю теперь голубую вдоль петель. Это у меня был 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Снова меняю. Теперь у меня белая идет вдоль, а голубая сверху. Вяжем голубой 6 столбиков. Первый провязала, немножечко подтянула белую. 2, 3, 4, 5, 6. Снова меняю. Теперь у меня голубая вдоль петель идет. Белой провязываю столбик 1. Немножко подтянула голубую петлю. 2, 3, 4, 5, 6. Снова меняю. Голубая теперь нитка у меня в работе, а белая идет вдоль петель, которые буду провязывать. Первую провязала, немножко подтянула. 2, 3, 4, 5, 6. Если продолжать таким образом все время вот так вязать по кругу, то есть меняя постоянно, то у нас получится строго вертикальные полоски. Вот так будут идти. Но нам нужно, чтобы они шли наскос. Поэтому мы теперь будем делать убавки и прибавки. И за счет этого у нас будут полоски уходить в сторону. У меня сейчас белая. Маркировочная нить, вот она пусть болтается. Вот здесь можно ее подтянуть вот так сюда, чтобы здесь она не мешала. Она нам не понадобится. Но потом, когда будет заканчиваться работа, чтобы мы видели, где у нас вообще начиналась эта работа. Поэтому пусть она здесь немножко будет. Сейчас вот у меня белая будет нить в работе. Делаем убавку. 2 петли вместе провязываем. Голубая нить идет вдоль петель. То есть та нитка, которая у нас не в работе, она все время у нас проходит вот по боку, мы ее провязываем вовнутрь работы. У меня белая, я делаю убавку. 2 петли провязываю вместе. 3 столбика.
и прибавка. Раз, два, в одну петлю. Меняю ниточку на голубую. Убавка голубой ниткой. 3 столбика. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. Снова меняю ниточку, белая у меня. Убавка. 2 петли вместе провязываем. 3 столбика. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. Опять меняю нить. Убавка. 2 вместе провязываем. 3 столбика. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. Нить поменяли. Убавка. 2 вместе провязываем. 3 столбика. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. Снова меняем ниточку на другой цвет. Убавка. 3 столбика. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. Итак, продолжаем вязать по кругу. Убавка. 3 столбика, прибавка, чередуя нити на ту длину, на ту высоту свечи, которую нам нужно. Я связала нужное количество рядов. У меня, если считать по синим рядам, получилось 25. Заканчивается вязание должно, вот где у нас маркировочная нить была, вот это ребро. Вот оно будет последним. Теперь мне нужно провязать ряд свечей только голубой пряжей. Белой я уже вязать не буду. Я снимаю отсюда маркировочную нить, протягиваю ее сюда. Белая нить мне уже не понадобится. И я просто синий по кругу провязываю один ряд 36 столбиков. Следующий ряд. Свечка уже связана. Я буду вязать вот этим цветом, цвет морской волны темный. Ввожу нитку нового цвета, провязываю петлю, голубую нитку с хвостиком от новой нитки провожу вдоль работы, чтобы вплести эти хвостики сразу в работу, чтобы потом их там не обрезать. И мне нужно провязать этот ряд 5 столбиков прибавка, повторить 6 раз. 1 столбик я провязала, 2, 3, 4, 5, прибавка, раз, два, в одну петлю. Все, теперь эти хвосты можно уже убрать. И до конца ряда продолжим вязание. 5 столбиков прибавка, уже 5 раз. 1 провязали и еще 5. Следующий ряд 6 столбиков прибавка, повторить 6 раз. Маркировочную ниточку теперь можно убрать. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Теперь 4 воздушных петли. Одну петлю пропускаем и во вторую 1 столбик. 3 воздушных петли. Одну пропускаем, во вторую
столбик, 3 воздушных петли, одну пропускаем во вторую столбик. И нам нужно теперь провязать 3 воздушных петли, одну пропускаем столбик до тех пор, пока у нас здесь не окажется 2 петли. Вместе вот с этой самой первой, которую мы 4 делали воздушных петли, должно получиться 23 арки из воздушных петель. Я провязала до края, и у меня осталось 2 петли. Одна петля вот большая, а другая петля, та, которая была соединительным столбиком. Вот она маленькая. Одна воздушная петля, накид, и в соединительный столбик провязываем столбик с накидом. Вот так. У нас получилась арочка вот такая треугольная. 5 воздушных петель, в арку из 4 воздушных петель 1 столбик, 5 воздушных петель, в арку из 3 воздушных столбик, 5 воздушных петель, в арку столбик. И так продолжаем по кругу, чтобы у нас вот этих вот арочек из 5 воздушных петель было 23 штучки. Вот мы провязали 3, еще 20. 23 арки из 5 воздушных петель я провязала. Теперь снова делаю 5 воздушных петель и присоединяю вот к этому треугольничку, который вот у меня был вывязан, вот сюда, соединительным столбиком. Делаю воздушную фиксирующую петлю, нить обрезаю. Теперь я снова буду менять пряжу, теперь мне уже будет белая пряжа. Вот в арку, которая находится справа от хвостика, который сейчас обрезали, нужно провязать 1 столбик. Этот хвостик подлиннее сейчас оставьте. Провязываем 1 столбик, 2 накида, этот хвост вдоль полотна, с которым работаем, и в арку, которая слева, вот сюда, нужно провязать 4 столбика с 2 накидами. Хвосты и белый, и цвет морской волны ввязываем сейчас в полотно. Один столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами, третий и 4 в одну арочку, 3 воздушных петли и еще сюда же 4 столбика с 2 накидами. Раз, два, 3 и 4. Хвосты эти заводим туда вовнутрь, их потом надо будет обрезать. Они уже надежно зафиксированы. В следующую арку 1 столбик. Такой зубчик. 5 воздушных петель. В
следующую арку 1 столбик, 5 воздушных петель, в следующую арку 1 столбик, в следующую арку снова провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 3 воздушных петли и снова 4 столбика с 2 накидами в эту же самую арку. В следующую арку 1 столбик, 5 воздушных петель, в следующую арку 1 столбик, 5 воздушных петель, в следующую арку 1 столбик. Вот мы провязали 2 раппорта. Так нужно продолжить до конца работы, до конца ряда. Сейчас у нас снова будет в арку 4 столбика с 2 накидами, 3 воздушных петли, 4 столбика с 2 накидами. То есть повторяем вот этот элемент. Затем повторяем 5 воздушных петель 2 раза и опять этот самый элемент. И последняя арочка из 5 воздушных петель. И крепим ее вот сюда. Делаем соединительный столбик, нить вытягиваем, обрезаем, выводим на изнаночную сторону. Да, выводим всю нитку, а не половину. Переворачиваем работу наизнанку. Делаем 1 столбик. Прячем эту ниточку под вот эти вот петли сюда. Вывели, и теперь вот эти все хвосты обрезаем. Теперь будем делать фитилек для свечки. Я беру черную пряжу, она у меня потолще, чем пряжа основная. Оставляю хвостик сантиметров, ну 5, наверное. И провязываю 20 воздушных петель. И теперь в обратную сторону провязываю до конца 19 соединительных столбиков. Плотненько провязываю, чтобы достаточно жесткая у меня эта вот ниточка оказалась и фитилек стоял. Воздушная петля, вытягиваю нить, обрезаю ее. Вот такой фитилек длинный получился. Теперь я беру пряжу. У меня красная пряжа, это какая-то шерсть очень слабой скрутки, прям совсем рыхлая такая. Я нарезаю отрезки где-то, наверное, сантиметров по 8. 2 красный. Вот такая пряжа у меня. Заметьте, что толщина у них разная, это вообще не имеет значения. Главное, чтобы они были не очень сильной скрутки. И вот оранжевой я побольше, потому что она у меня потоньше. Здесь у меня 2, но этих пусть будет 4. Могут быть отрезки разной длины, это не принципиально. Теперь
Теперь беру эту красную свою пряжу на кончик фитилька по принципу бахромы. Сначала вот в кончик протягиваю петлю, сначала провязываю один конец, затем другой кончик стягиваю, беру вторую ниточку где-то пониже, точно так же протянула эту петлю, сначала провязываю один конец, затем второй. Затягиваю потуже. Беру рыжую, еще спускаюсь чуть пониже. Точно так же сначала один конец, потом второй, затягиваю. Перевернула вот с обратной стороны, чтобы после того, как я распушу, у меня красное пламя осталось наверху, а по бокам рыжее. Вот такое чудовищное безобразие должно получиться. Теперь берем щетку. Если у вас нет щетки, подойдет липучка или бигуди. Теперь наша задача распушить хорошенечко. Что-то оборвется, не страшно. Чтобы они приобрели нужную нам форму. Распушаем хорошенечко, чтобы не оставалось нитей. Чтобы были просто вот эти пушистые такие волокна. Много времени это не занимает. Такой замечательный фитилек. Теперь берем нашу свечку и в серединку протягиваем вот эти хвосты, которые оставляли туда вовнутрь. Вытаскиваем фитиль, вытаскиваем его вообще вот на всю и завязываем узлом. Завязываем узлом уже на самом фитильке, не на вот этих усиках. Вот так. И вот эти усы уже можно обрезать. Так, теперь, чтобы свечка у нас держала форму. От пластиковой бутылки на нужную длину я вырезала вот такую вот часть. То есть просто бутылка вот у меня была, и я ее обрезала. Обрезала, скрутила. И теперь ставлю в свечку. Получилась вот такая свеча. Это вот один элемент салфетки. Теперь будем вязать другие элементы. И уже вот когда белое полотно будет, белый край, будем в процессе в этом ряду ввязывать одну салфетку, другую, как здесь.
у меня декор шишечки, рождественский цветок, рождественское дерево, от него цветочек. Это все элементы декора. То есть можно абсолютно разные сделать, и будет замечательная такая оригинальная салфетка.